Миссия найти Париж в Белоруссии, в Кобрине, выполнена. Башня на месте, мороженое съедено. Но настоящий путешественник не может расслабиться. Ведь после романтического вечера нас ждала ночь в Столинских камышах, точнее на берегу, где комары пытались устроить свой бал. Нашей кругосветки по Беларуси. Отгремев битву с насекомыми, мы рванули дальше. Об этом можно посмотреть в этом видео. И сейчас, кстати, мы приехали в Жлобин. Говорят, здесь все по-серьезному. Сталь, характер и никакой лишней романтики. А вот это мы сейчас и проверим. Сможет ли город металла удивить нас так же, как маленький Париж. Увидеть в полной мере то, что здесь сделано, приходится ехать на 9-й этаж. Высоко сижу, далеко гляжу. Вот рыбаки плывут. Вон. Итак, рабочие дела остались за бортом. Время наше. И тут возникает главный вопрос путешественника. Куда девать себя в городе, который на карте выглядит как точка, а в реальности оказывается целым лабиринтом? Мы начали с берега реки, и уж очень хотелось посмотреть на эту реку Днепр. Потом пошли в центр Жлобина, и первое, что бросается в глаза, это пространство. Здесь никто никуда не спешит. Тротуары широкие, словно созданы не для пешеходов, а для парадов велосипедистов. Кстати, о них. Велосипед здесь второй после автомобиля вид транспорта. Парковки у каждого магазина и даже у подъездов. Специальные дорожки. Кажется, если ты не на двух колесах, ты в этом городе немного турист. Гулять тут приятно удивительно. Город зеленый, утопает в цветах, которые, кажется, меняют чаще, чем мы носки в поездке. Но самое интересное ждет нас на главной аллее. Здесь, среди серьезных памятников сталеварам и ладьям, произошла, на наш взгляд, какая-то сбойка в матрице. Или же местный дизайнер решил, что металлурги тоже люди и любят поесть. Это больше похоже на правду. Судите сами. Вот вам героический сталевар. Брутальный, мощный. Вот вам ладья, символизирующая торговые пути, тоже из металла. А недалеко, почти рядом, совершенно серьезно стоит гигантская сосиска. Нельзя сказать, что внешний вид этой сосиски такой добренький, но жлобинский мясокомбинат. Надо попробовать. И бутылка молока. Не знаю, какой глубокий смысл вкладывали авторы в это. Возможно, символ процветания, типа сталь, еда и любовь. Но выглядит это так, как будто бы кто-то перепутал музей промышленности с ярмаркой еды. Мы, конечно, не смогли пройти мимо такого гастрономического искусства, тем более, что рядом оказался фирменный киоск со знаменитой рогачевской сгущенкой. Рогачевская сгущенка в городе металла, идеальное сочетание. Конечно, мы ее уже пробовали, это идеальный вкус, тот самый вкус детства. Видимо, это и есть настоящий культурный код этих мест. Типа снаружи ты суровый сталевар, лесной орех, кокос, ирландский крем и какао. А внутри ты сладкоежка с банкой сгущенки в кармане. Интересно, две особенности заметили в этом городе. Много таких длинных домов, что мы называем обычно китайскими стенами. И вторая, это очень много окошечек. Котов. Котиков. Их тут невероятное количество. Они не просто прячутся по подвалам, а полноправно хозяйничают на тротуарах. Важно прогуливаются вдоль клумб. Такое ощущение, что Жлобин — это один большой кошачий город, где люди просто живут рядом. А мы идем дальше, сворачивая с главных проспектов вглубь кварталов. Солнце садится, тени становятся длиннее, а Жлобин постепенно меняет лицо.
Из делового центра он превращается в тихий вечерний парк. Парадокс любого города: снаружи монументальность, внутри жизнь. Но чем глубже мы погружались в эти бетонные джунгли, тем страннее становилась карта города. Официально Жлобин имеет 22 микрорайона. Местные жители ориентируются в них легко, как в собственном кармане. Я живу в 18-м, встретимся на 1-м или в 21-м. Все логично, все по порядку, кроме одного маленького «но». Куда делись микрорайоны с 4 по 15? Непонятно. Мы начали считать, в общем, 1, 2, 3, 4, 5 есть, а потом тишина. Пустота на карте. Где 6, где 7? Куда делись все номера с 6 по 15? Целых 10 микрорайонов испарились, словно их никогда не существовало. Или архитекторы решили пропустить десяток цифр для счастья. Может, это секретная зона, закрытая для посторонних глаз? Мы кружили между гигантскими домами, искали таблички, сверялись с навигатором, но ответа нет. Микрорайоны с 5 по 14 – это Бермудский треугольник Жлобина. Если кто-то из местных знает, куда они подевались, лучше молчите. Пусть эта тайна остается главной интригой города. Посреди многоэтажек в каком-то микрорайоне вот такой вот застройки. Есть очень-очень интересный парк. Это ладно. Чтобы увидеть в полной мере то, что здесь сделано, приходится ехать на 9-й этаж. Ну вот как-то так. Снизу не видно, а сверху видно. Прикольно же. И кружечки мы сюда не носили. Кружечки. Эти кружечки здесь есть еще в других местах города. Да. Не, ну классно же получается. Вот снизу вроде бы не видно вот это, да, озеро. А сверху поднимаешься и вроде бы как ничего такого, но приятно. Классно. Вполне классное решение из болота сделать креативный объект, согласитесь, для туристов. С солнечной погодой, конечно, нам повезло в поисках всяких интересностей по городу, а вот ветер сделал свое дело. У нас первая боевая потеря, да? Вот ветровичок пропал, поэтому будем дальше снимать без него. Ветровичок сдуло ветром. А у тебя выключен микрофон? Да. Еще раз. Мы уже видели китайские стены, купили и попробовали сгущенку, но чтобы понять настоящий характер Жлобина, одних улиц мало. Нужно заглянуть туда, где бьется его сердце. Зачем мы это снимаем? Да за тем, что за фасадом из стекла и бетона скрывается главная тайна этого города. Он живет спортом и искусством. Так же интересно, как его заводы производят сталь.
Вот, например, дворец культуры металлургов. Пожалуй, самый красивый пример советского модернизма в регионе. Факт, который поражает. Это дворец строился одновременно с гигантским металлургическим заводом. И архитекторы поставили задачу сделать место, где рабочий человек чувствует себя не винтиком, а творцом. Теперь посмотрите, кто охраняет этот храм культуры. Бык – символ силы и упорства, и обезьяна – хитрости и ума. Странная парочка, конечно, для серьезного учреждения, правда? Возможно, но в контексте этого города это читается как послание. Чтобы выжить и преуспеть здесь, нужна и сила быка, и смекалка обезьяны. Кажется, что это железо. Не какой-то там гипс, ничего. Вот это творчество, ничего себе. Но культура — это не только серьезно. В городе есть объект, который ломает стереотип о сером промышленном городе вдребезги. И что это? Это аквапарк. Не перестает меня удивлять забота о людях с ограниченными возможностями. Это вот для слепых получается, да? Зачем нам он в кадре? Да чтобы показать контраст. Пока снаружи ветер и бетонные гиганты, здесь тропики. Для маленького города иметь такой комплекс – это роскошь, которая меняет качество жизни местных жителей. Мы не пошли внутрь снимать горки, нам хватило взгляда снаружи. То есть это островок яркости в строгом городе. Двигаемся дальше. Жлобин невозможно понять без его спортивной одержимости. Ледовый дворец и лыжи-роллерная трасса – это то, что надо. Ну и трасса здесь уровня международных соревнований. Город, который производит металл, также имеет кузницу олимпийских надежд. Глядя на эту трассу, понимаешь, здесь не просто бегают ради здоровья, здесь тренируются ради побед. Давай, лезь. Да, атмосфера напряженная, и движение чувствуется даже через экран. Ой, видимо, мы что-то упустили в современных видах спорта. Да, какой-то новый вид спорта. Ходьба. На роликах. Ходьба на роликах по газонам. И, наконец, попытка прикоснуться к истории напрямую. Краеведческий музей. Зачем туристу музей, если он в городе проездом? Ну, наверное, чтобы найти ответ на вопрос, как все это начиналось. А если дворцы и трассы показывают настоящее, то музей хранит память о том, как болота превратились, например, в город-герой труда. Мы прошлись по залам, не углубляясь в даты, а ловя ощущения. И детям будет идти. Старинные фото, инструменты, быт – это все замедляет время. После скорости, трассы и шума улиц здесь хочется говорить шепотом. Таким организатором, чтобы... Ну, в общем, за 5 рублей, в принципе, я думаю, весьма неплохо. Да, хороший такой большой музей. И мы совсем не пожалели его, понравилось. И интересно даже, я думаю, что детям будет интересно в этом музее походить. Да, я согласен. Рекомендуем. Дворец, аквапарк, стадион, музей, казалось бы, разные миры, но в Жлобине они связаны невидимыми нитями. Это город, который вкладывает ресурсы не только в производство, но и в человека. Может быть, в этом и есть тот самый секретный культурный код, который мы искали. Суровая оболочка, внутри которой спорт, творчество и история. Мы насытились этой атмосферой, сделали сотни кадров, отсняли несколько гигабайт материала,
но день клонится к вечеру. И пока мы думали о высоком, наш организм напомнил о земных потребностях. Прогулка прогулкой, но закон жанра автопутешествия неизменен. После красоты нужно решать вопрос пропитания. Жлобинский 7. Вечер первого дня начался не в ресторане, а в местном супермаркете. Закупка продуктов – это священный ритуал. Мы брали то, что не испортится до утра и быстро готовится. Так, Дзержинский, это Гродненский есть. Гродненский, Слонимский, Волковыский. Наша кухня-кафе и ресторан на сегодня – это салон машины, а вид из окна – огни заправки. Да, тут у нас вечерний ужин готовится. Когда на улице вон там темень, то здесь прям вкусненько. Чего-чего сделала? Романтика? Ну, скажем так, это романтика для тех, кто ценит свободу выше комфорта. После вчерашней ночи в Столине, где комары пытались превратить нас в доноров, это АЗС кажется курортом. Здесь сухо, светло, есть ровная площадка и, главное, ни одного назойливого звука, кроме мирного шума города. Ужин под фонари ночного города – это особый вкус свободы. Засыпаем, зная, что утром нас ждет новый день. Да, ночевать на заправке удобно, а вот работать не очень. На парковке крупного гипермаркета чуть лучше, да и время поудобнее выбрали. Пока город суетится, у нас своя смена. Удаленная работа в машине – это отдельный вид искусства. Час другой работы, пара правок, сохранение файлов. Ну, все. Свобода. Ноутбук закрыт, бытовые вопросы решены, энергия восстановлена. И, казалось бы, идеальное утро и денек неплохой, мы выспались, поработали, готовы наслаждаться финальной прогулкой по Жлобину без суеты. Но мы забыли одну важную деталь. Этот город не любит сдаваться просто так. Мы думали, что главные битвы уже позади, столинские комары побеждены, кобринский чемпионат среди белых зафиксирован, ужин сварен. Наивные. Жлобин припас для нас испытание посерьезнее. То, что должно было стать легкой утренней разминкой, через 10 минут превратится в настоящий инфраструктурный квест уровня левела. Интересная ассоциация торгово-развлекательный центр. По идее, там должно быть все, в том числе и не только эти, как их, развлекательные всякие штучки, аттракционы и магазины, но и, наверное, туалет. Вот это поворот! Но в данном случае это исключение. Поэтому, да. Чтобы приехать вот так вот туристам и просто вот так вот туристам погулять, нужно быть готовым к неожиданным трудностям. Наверное, так. Пришлось объявлять план перехвата и мчать через весь город в проверенное место. Итог? Очередь длиной в жизнь. Но финал успешный. Победа за нами. Вывод для туриста. Держи карту туалетов поближе к навигатору. Решили себя порадовать напитком. Все-таки туристы же. И казалось бы, что сложного? Нажать кнопку «Получить напиток». Но инструкция не очевидна, и мы затупили. И не могли оплатить. В общем, 2 раунда проиграны, но... Получилось у нас подожди, оплатить. нажмите на экран «Оплатить». Где? Не знаю. Объем напитка. Вот сюда вот, наверное, дальше.
Проверьте свой заказ до оплаты. Двоечники. Я не Приложишь? могу, давай. Карту прикладывай, давай. Опять? Я не могу. Подожди. О, все. Процесс пошел. Сейчас будет кофе. И это был третий раунд. Молочный напиток все же был добыт. И это еще одна победа. Адрес найден, координаты верны, но может мы рано, может животные ушли на перекур. В общем, туристам вход воспрещен. Одним словом, мы туда не попали. Миссия провалена, звери остались без нашего внимания. Но тут случилось чудо. Совершенно случайно натыкаемся на рынок мягких игрушек местного завода. Со слов местных, он, конечно же, перестал функционировать, и это была достаточно неочевидная локация, информация о которых нет в путеводителях. Плюшевые сокровища сами прыгают в руки. Квест-сувенир выполнен на отлично. Мы уходим с подарками, довольные и счастливые. Вот такие штуки мы. Вот. Подушечка. Вот такая штучка и вот такая киви. Это на память из Жлобина. Жлобин, ты сложен, непредсказуем, но удивительно интересен. Квест пройден, инвентарь пополнен, и пора двигаться дальше. Наше утро второго дня началось там, где обычно заканчиваются или начинаются любые путешествия на железнодорожном вокзале. Нам, как туристам, он интересен не только расписанием. Это настоящий архитектурный памятник эпохи послевоенного восстановления. Удивило все, от внешнего вида до самой идеи, то есть ощущение здания внутри здания. В 50-е годы такие станции строились как ворота в город. Но главная изюминка спрятана на привокзальной площади. Это паровоз-памятник. Не просто декорация, он реальный участник истории, который когда-то вводил составы по этим путям. Сейчас он застыл здесь как страж времени, напоминая об истории. Постоять здесь 5 минут, опереться на перила и посмотреть вдаль на рельсы – это лучший способ почувствовать пульс железной дороги. Ну а теперь перемещаемся в другую транспортную артерию, на автовокзал, как же без него. Если железнодорожный вокзал – это лицо города, то автовокзал – его нервная система. Здесь нет помпезности памятников, зато есть жизнь в чистом виде. И для путешественника это место интересно своим контрастом. Здание может казаться простым, даже утилитарным, но внутри него кипят настоящие человеческие драмы и комедии. Автовокзал Жлобин – это место, где география превращается в личные истории. Здесь мы сделали несколько кадров, посмотрели на табло с рейсами, вдохнули запах дороги и дизеля, ведь эти запахи тоже часть автопутешествия дикарями. Транспортные ворота закрываются за нами, но наш путь продолжается. И перед самым отъездом мы нашли место, которое, кажется, хранит главный секрет современного Жлобина – парк Приднепровский. Мы попали сюда в особенный момент, прямо в разгар большой реконструкции. Вокруг еще идут работы, но уже сейчас видно, рождается нечто грандиозное. И это не просто сквер у реки, это полноценное современное пространство, какого не встретишь во многих областных центрах. Здесь ожидаются изменения, например, стильные беседки для отдыха, новая волейбольная площадка, танцплощадка, уютные кафе и уже стоит ротонда. Но главная фишка даже не в этом и не в белом песке набережной, который так будет манить летом. Главное сокровище здесь – это воздух. Стоит свернуть с шумной улицы на мощенную тропинку, куда въезд автомобилем строго запрещен, и город исчезает. Остается только тишина, широкая гладь Днепра и ощущение полного спокойствия. Просто посмотреть на воду, сидя на лавочке, и в этот момент понимаешь, Жлобин – это не только металл и поезда. У него есть другое лицо, легкое, светлое, устремленное в будущее. Кстати, интересный факт.
Этот парк расположен на берегу самого Днепра, великой европейской реки, и проект его обновления стал одним из самых амбициозных в Беларуси за последнее время. Здесь создают не просто зону для прогулок, а новую точку притяжения, где история реки встречается с современным комфортом. Когда работы закончатся, это место станет настоящим бриллиантом города. Но даже сейчас, в процессе рождения, оно дарит удивительное чувство свободы. Здесь хочется остаться подольше, забыть про маршрут и просто дышать. Догадайся, что это. Интересная интерактивная игра. Мне понравилось. Да. Такая, как это называют еще? Когда антистресс, да? Вот когда хочется покрутить, вот здесь можно покрутить эти Угадай, штуки. какой рисунок будет. Да. Мне казалось, что этот город чуть меньше, чем я предполагал. Оказалось больше. Оказалось больше. Мы уже должны были, по моим расчетам, выехать. А мы еще никак. А у нас еще по плану несколько мест, да, объектов. Поэтому, ну, интересно. Но ноги уже гудят. А это значит, что наше путешествие в город подошло к концу. Когда мы только планировали эту остановку, в голове сидел стереотип. Стальной город, заводы, суровый промышленный гигант. В общем, мы ехали сюда скорее по долгу маршрута, чем по зову сердца. Но как же приятно ошибаться. За эти 2 дня Жлобин раскрылся перед нами совсем с другой стороны. Этот город-парадокс. Город, где рядом с памятниками и столеваром стоят гигантские сосиски и бутылки молока. Где за монументальными китайскими стенами скрываются тихие зеленые дворики. Где самый сложный квест – найти туалет, но самая большая награда – случайно наткнуться на рынок плюшевых игрушек. Мы увидели город, который умеет мечтать. Парк Приднепровский, рождающийся прямо на наших глазах, озеро в форме сердца и уютная набережная. Все это кричит о том, что здесь любят свой дом и вкладывают в него душу. Да, нам не удалось попасть в зоопарк, и автомат, который делает напитки, пытался нас перехитрить, а комары Столина все еще снились по ночам. Но именно эти маленькие трудности и сделали поездку живой, настоящей, нашей. Жлобин оказался больше, чем просто точка на карте между Минском и Гомелем. Он оказался местом с характером, с юмором и, как ни странно, с очень теплым сердцем. Мы уезжаем с полными баками и с новой и мягкой игрушкой на память. И твердым убеждением, этот город стоит того, чтобы свернуть с трассы и узнать его получше. А наше путешествие продолжается. Впереди новые дороги, новые города и новые открытия. Оставайтесь с нами на канале «Проездом о том о сём», ведь самое интересное на следующем километре.